Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Пожалеет ли она о расставании? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Так, весь в работе, ну прям ушли с головой, прям. Настолько ушли в работу. Знаете, вот период, который был в вашей жизни недавно, вот еще совсем недавно, вот я бы сказала, что он отходит на задний план. Вот именно негативный период. У вас начинается вот как будто новый жизненный этап. Вас, знаете, вот немного и настораживает, и вот вы как будто в каком-то предвкушении новых отношений находитесь. Вы вообще по натуре пахарь. Вы работы абсолютно не боитесь. Если есть, да, вы всегда и поможете, и подскажете, да, вот то, что касается работы, допустим. Плюс еще может проигрываться, что вы сейчас находитесь в такой ситуации, какой-то вот неопределенности, да, у каждого это будет по-своему проигрываться, у кого-то это могут быть, допустим, неопределенность, на какую работу пойти, может быть, 2 вакансии есть, да, куда пойти, где более выгодно будет, да, и по деньгам, по условиям разным. У кого-то это будет вообще выбор стоять, знаете, вот как жить дальше. Может быть, уехать куда-то, может быть, сменить кардинально образ жизни. Ну, то есть, это какое-то нерешенное, важное для вас дело, да, вот, может быть, принять какое-то вот именно решение, но вы еще колеблетесь. У кого-то также может проигрываться, что вы можете думать, стоит ли связываться и начинать новые отношения, допустим, с какой-то новой женщиной, да, вот если у вас есть, допустим, знакомая, либо же женщина, которая вам понравилась, вы можете также вот думать, да, колебаться, может быть, не решаться вступать в новые отношения. Ну, то есть такой вот у вас колебательный период немножко. Так, еще что происходит в вашей жизни? Вот, знаете, вы как будто себя ограничиваете. Вот особенно вот, ну, последнее время. То, что женщин как таковых вот вокруг вас я не вижу. Но почему-то вот мне идет такая информация, что как будто вы сознательно это делаете, да, вот какой-то период вы либо же не хотели встречаться, да, по каким-то причинам. Может быть, это была еще, допустим, боль утраты от прежних отношений. Либо же такое настроение было, что вот, ну, не хочется, да, хочется, может быть, пожить для себя. Ну, то есть, как будто вот вы специально какой-то период даже не думали про личную жизнь, да, вот, ну, не до этого было. Довольно-таки вот, ну, вот тяжелый у вас был период. У кого-то это было не только физически, да, тяжелый, но и морально, вот, душевно именно тяжелый период. И, скорее всего, он связан с любовью, вот, да, вот проигрывается, что именно вот, вот эти вот ваши переживания, негативный период ваш именно связан, вот, возможно, это утрата любви, да, утрата женщины. Поэтому никаких личных отношений и не было в вашей жизни, потому что, ну, не до этого как-то было. Так, давайте-ка посмотрим теперь, какая же женщина пожаловала к нам на расклад. Так, женщина, которая очень любит мужчин, я могу вам сказать. Она, знаете, она вот крутила романы, да и сейчас, я думаю, она крутит романы. Параллельно, как бы, да, она могла с 2 сразу одновременно встречаться, с 3, да, ну, то есть дама такая вот, и вашими, нашими, направо и налево. У нас 3 короля выпало, да, вот как бы. 3 мужчины, то есть она не брезговала, да, для нее один мужчина это слишком мало, слишком мелко, слишком неинтересно. Причем она могла себя вот этими своими любовями загнать в такой вот тупик, да, вот запутаться во вранье своем. Причем это было и с вами, и это сейчас с ней происходит. Она
Вот старается, вот если врет, то врет профессионально. Вот если она сама поверит в свое вранье, тогда да, тогда прокатит. Ну, так, по крайней мере, приблизительно она думает. Женщина очень скупая на любовь, на какие-то проявления любви. Да, она может притворяться, она может в каких-то своих корыстных целях, она может вам сыграть влюбленную очень хорошо. Женщина, ну такая она манипуляторша, я бы сказала. Она и коммуникабельная, умеет ладить с людьми, да, она вот как-то ключик может к любому, в общем-то, найти, особенно если это ей выгодно. Но именно вот как-то в любви я бы не хотела, вот знаете, если бы я была мужчиной, я бы не хотела иметь такую женщину, которая, ну, пойдет просто на пролом, если ей что-то нужно. Человек не способный любить от слова совсем. Использовать, да, но никак не любить. Так, давайте-ка посмотрим, пожалеет ли она. Так, сейчас, секундочку, подвинем камеру. Так, пожалеет ли она о том, что рассталась с вами, да? Давайте-ка посмотрим. Хотя почему-то мне кажется, что такие люди не способны ни на эмпатию, да, ни на то, чтобы как-то жалеть о чем-то. Так. Нет, знаете, она абсолютно не жалеет. Вот она постоянно находится вот в каком-то поиске, да? Причем поиск, как ей кажется, это будет новая любовь. Но поскольку вот она любить как-то не умеет, ну вот не научили ее, ни мама с папой, ни жизнь не научила любить по-настоящему, отдаваться. Она постоянно, вот знаете, пребывает в таком состоянии выбора, что ли. Она присматривается. Вот даже когда знакомится с мужчинами, она как-то оценивает, приценивается, приглядывается, насколько человек выгодный, да, стоит ли с ним зароманить, либо нет. Это было и сейчас, и, вернее, при вас было, и сейчас происходит. Если ей нужно, она подлезет к человеку, даже с тем, с кем поссорилась, она помирится. Она как-то вот привыкла в любой ситуации выходить победительницей. Чтобы унизиться, допустим, да, извиниться, признать свою вину, но это не про нее, ну вообще от слова совсем. Она человек довольно такой, знаете, вот она в то же время, она верит в судьбу и считает, что все, что ей вот как бы посылают свыше, так должно быть. Вот она как-то воспринимает даже вот ваш разрыв, развод. Она считает, что, ну, значит, так должно, так по судьбе, да? Значит, это не мой человек. Кстати, так многие женщины считают, я вам скажу, что если с мужчиной вы, ну, если расстались с мужчиной, значит, не повезло. Значит, это не мой мужчина. Вот так считают многие женщины. Ну, как бы мой от меня не уйдет. Я своего не смогу потерять. Так, ну, дама такая, вот знаете, очень и очень непростая. Настолько вот человек все по выгоде привык делать в своей жизни. Она очень сильно любит деньги. Она очень любит все то, что материальное. Вот именно материальные вещи, подарки какие-то, да, вот машины, квартиры, шубы и так далее, да, ну пусть я утрирую, но то есть для нее это стоит на первом месте. Но никак не какие-то человеческие ценности, не любовь. Хотя, вот знаете, вот в душе ей бы хотелось любви. Вот ей бы хотелось встретить мужчину, который бы ее полюбил по-настоящему, но она такого после вас, вот она не встречала такого. Хотя, знаете, особо это ее и не расстраивает. Да, она хочет, но не до такой степени, чтобы расстроиться. Ну нет, так нет. Значит, она вот, знаете, как считает, ну не появился, значит, буду использовать. Ничего страшного, зато поживу для себя. Вот как-то так. Она такая дама, которая, знаете, она еще, если нужно, она и губки надует, да, что поставить себя, вот она такая бедная, несчастная, пожалейте меня. Вот, кстати, она к вам часто подлезала так.
Она могла притворяться, да, вот если ей нужно, допустим, что-то от вас, она могла сыграть и на жалости, ну и сейчас она так действует. Она довольно такой человек, знаете, который будет нападать, но нападать очень так по-хитрому. Очень по-умному, я бы сказала. Вот у нее как будто вот автоматически она просчитывает на 10 ходов вперед, как человек среагирует. С вами это тем более было элементарно просто на раз-два, потому что она вас хорошо знала, изучила. Вот сказать, что она вообще кого-то по жизни любила, вот я не могу сказать, что она, да, она хочет любви, и то хочет, но не так уж, чтобы сильно. Вот какой-то такой человек, знаете, вот, ну прям удивительно, ну честное слово. Вот если ей нужно, смотрите, если ей нужно, допустим, что-то выбить, там, деньги, дать каких-то своих выгод добиться, она вот реально, она пойдет на пролом. И ее ничего не остановит. Хотя вот сейчас я могу сказать, ну как-то у нее так жизнь, у нее не сладко. Вот как-то подвисло вот у нее и разбитое сердце, да, вот как-то не везет ей с мужчинами, потому что, ну, таких женщин очень быстро мужчины, которые, ну, хоть немного дружат с головой, да, так скажем, которые имели какой-то опыт в своей жизни, да, они прекрасно умеют разбираться в женщинах подобного типа. Поэтому ей как-то вот не везет. Она знакомится, как-то начинает вот отношения, да, но мужчины в ней очень быстро разочаровываются. И то есть она остается снова, ну, при бубновых интересах. Она остается вот, ну, как бы у разбитого корыта, что ли. Вот сейчас, на данный момент, я, допустим, не вижу у нее серьезных отношений. Да, у нее периодически проскакивают мужчины, она себе там намечтает что-то, что это будет очередная большая любовь, да, но как-то вот у нее не получается. То ли она не умеет вообще любить, да, она, может быть, и хочет где-то там в душе, в мыслях, но чтобы вот любить, да, по-настоящему, ну, как бы... Причем я еще скажу, она могла, вот у некоторых может проигрываться, что дама иногда перебегала, либо же прибегает к магии даже, чтобы как-то вот мужчин пытаться приворожить. Другое дело, получается ли у нее это, я, конечно, сомневаюсь. Но она такая, что ничем не побрезгует. Манипуляторша еще та. Хоть и внешне привлекательная, активная такая, она ревнивая дама. Но все равно вот как гороха о стену просто, и мужчины от нее отлетают, как-то вот люди вокруг нее не задерживаются. Вот дама, которая не умеет ценить ничто и никого абсолютно. Вот она, знаете, вот такие люди, это потребители. Они по своей природе просто потребители. Она не думает, что даже в тех же отношениях нужно что-то отдавать. А она любит получать. Да, она там на копейку что-то отдаст, а получить хочет на миллион. Но так не бывает, да, это все быстро просекается, и любой нормальный мужчина это все заметит. Поэтому вот как-то она живет, знаете, налегке, как-то вот, ну, не заморачиваясь. Ну, не получилось, значит, не получилось. Да, хочется любви, ну, если нету, ну и черт с тобой, что называется. Поэтому вот, ну, такая странная до крику женщина, абсолютно не семейного склада. Абсолютно. Вот такие люди, они, знаете, вот живут как-то вот играючи с судьбой, играют людьми, людскими судьбами играют, да. И особенно тяжело приходится мужчинам, которые настроены, допустим, на серьезные отношения, а им встречается такая женщина, которая живет играючи. То, конечно, с таких отношений ничего, как правило, не получается. Либо же люди расходятся, да, либо это какие-то просто непродолжительные там любовные отношения. Но толку с таких женщин в семье, я думаю, не будет абсолютно. Поэтому вот такая вот дама к нам сегодня пришла на расклад, которая абсолютно ни о чем не жалеет. Ей просто по барабану. Она живет вот как живет. Она живет играючи, она живет, уповая на судьбу. Да, вот если суждено, то пошлют ей суженого, ряженого и так далее.
Поэтому, ребята, кто еще жалеет, кто надеется, да, вот там, на встречу с ней, тем более на возврат ее, ну, хорошенько подумайте. Конечно, принимать решение будет каждый, но я бы не советовала дважды входить в одну и ту же реку, потому что ничего хорошего из этого не получится. Вы вернетесь в ту же точку, что и разошлись. Отношения останутся, в принципе, прежними, да, вот. Ну, первое время маску может она поносить, да, и то ради своей выгоды. А дальше все пойдет, как и было, по накатанной. Поэтому 100 раз подумайте, ребята, прежде чем возвращаться в прежние отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!